В этом видео я хочу рассказать вам про интересный парк развлечений в нидерландской Гааге. Это парк развлечений Мадюродам. Лозунг официального сайта парка «Узнай Нидерланды за 1 час», потому что здесь представлены все основные достопримечательности Голландии в масштабе 1 к 25. И здесь можно почувствовать себя гулливером в стране лилипутов, а также посмотреть на некоторые достопримечательности сверху. Но обо всем по порядку. Мадюродам – это традиционное место развлечения с детьми в Нидерландах. Гаага многим известна как местонахождение Международного суда ООН, но на самом деле это традиционный голландский город на берегу Северного моря. Гаага, с одной стороны, это столица нидерландской бюрократии и место, где живет королевская семья. С другой – прибрежный город с длинными пляжами и вайбом морских курортов. Тут классные променады вдоль моря, пряничная архитектура, которой нет в Роттердаме, и королевские дворцы. В Гааге много интересных мест и развлечений. Одно колесо обозрения на берегу моря чего стоит. Но я хочу показать вам помимо архитектуры что-то необычное, нетипичное развлечение, так сказать. Итак, знакомьтесь, Мадюродам, парк миниатюр. Это миниатюрный город в Гааге в Нидерландах и представляет собой модель голландского города в масштабе 1 к 25 и состоит из типичных нидерландских зданий и сооружений, оригиналы которых находятся в различных частях Нидерландов. Парк работает каждый день с 9 утра до 8 вечера. Добраться до парка с ЖД вокзала можно на трамвае номер 9. У голландцев особая система оплаты в трамваях. На входе каждый прикладывает к считывающему устройству либо билет проездной, либо банковскую карту. И на выходе обязательно надо сделать то же самое. Плата снимается в зависимости от количества остановок и того расстояния, которое ты проехал. И если этого не сделать, то система автоматически будет снимать у вас деньги, пока вы не проедете полный круг пути, либо пока деньги на карте не закончатся. Так что к этому нужно быть особо внимательным. Территория парка большая, включает в себя непосредственно парк миниатюр и прилегающую территорию, на которой размещен сувенирный магазин и множество кафе. Сразу на входе в парк вас встречает работник, сканирует ваши билеты, и дальше можете идти куда угодно, гуляя по парку и фотографироваться с мини-достопримечательностями. Можно бродить хоть целый день, благо рядом кафе. Билет для взрослого стоит 25 евро, и вы проходите в королевство детских развлечений. Если покупать на сайте, то билет немного дешевле. Это потому, что не надо выдавать вам бумажный вариант, и на этом можно сэкономить. Поэтому, если хотите сэкономить, покупайте на сайте в электронном виде. Лозунг официального сайта Мадюродам «Узнай Голландию за 1 час». Поэтому здесь представлены все основные достопримечательности. И парк стал источником идеи для вдохновения в Диснейленде. Традиционная голландская погода – это 5 минут ливень, следующие 5 минут солнце. И так по кругу с утра до вечера. Поэтому сильно не удивляйтесь, если увидите у меня в кадре детей в шортах и без шапок под ледяным дождем. Здесь это не воспринимают эту погоду как нечто из ряда вон выходящее, но в отличие от меня. Ну что ж, я постараюсь показать вам парк в перерывах между дождем. Строительством и уходом за макетами здесь занимается штат из 35 человек. Тут все интерактивное, можно двигать грузы, управлять судами и лайнерами, в общем, развлечений хватает. Как видите, я одета здесь прямо по-зимнему. Но я иногда, когда я видела детей без шапок в легкой одежде, мне было прямо нехорошо. Но здесь такая политика здравоохранения. Детей одевают очень легко. До 12 лет больное горло – это прямо перманентное состояние. Зато потом считается, что иммунитет очень сильный, он сформирован. И когда я одета вот так тепло, то в Роттердаме и Амстердаме голландцы разъезжают на велосипедах максимум в свитере и даже редко в дождевике. Но продолжим про парк. Здесь, кстати, есть озеро, где водятся огромные рыбины. Туристов не боятся, наоборот, как только к ним подходишь, они инстинктивно открывают рот и ждут, когда их будут кормить люди. Работа над некоторыми экспонатами, которые тут представлены, занимала до 4 лет. Представляете, какой это кропотливый труд, требующий усидчивости. Наверное, многие из этих макетов, представленных здесь в оригинале, за меньший период времени удалось построить. Или вот, например, макет здания рыночной арки, Марк Холл называется, в Роттердаме стоит это здание, и по сути
Марктхолл означает «крытый рынок». Это огромная арка высотой 40 метров, длиной 120 метров и шириной 70. И в ней расположен 228 квартир. Все жилые комнаты выходят окнами наружу, а кухни, столовые и кладовки внутрь, в пространство рынка. Однако от шума, запахов и интерьера защищены тройным остеклением окон или проемов в полу. Бюджет этого здания, оригинального, составил 175 миллионов евро. И здесь в каждую квартиру, здесь видите внизу кнопочки, можно позвонить, и там загорается экран, и реальный человек отвечает: что вы хотите, здравствуйте, я здесь живу. И немного рассказывает о себе, о своей квартире или магазине, смотря куда вы позвоните. В общем, такое развлечение, конечно, на 10 баллов из 10. Мне очень понравилось. Hey, kom gauw mee, want ik heb superveel inspiratie. Ik hou van kleur, zoals je dat kunt zien in mijn werk. De kleur is in Rotterdam overal te vinden, zoals op het platform van de markt, maar ook in musea en natuurlijk de graffiti op de muren. Maar vergeet niet, inspiratie is overal te vinden, dus hou je ogen open. Макеты зданий здесь изготавливаются в основном из пластмассы, а для зеленых насаждений мини-города используются настоящие растения, преимущественно мелколистные деревья и кустарники, которые путем интенсивной стрижки поддерживают на высоте 60 сантиметров. Парк Мадюродам был построен в 1952 году, и с тех пор его посетили десятки миллионов туристов. Здесь чувствуешь себя Гулливером в стране лилипутов. По железной дороге ездят настоящие поезда, в аэропорту передвигаются самолеты, ездят машинки, автобусы с людьми, в костелах идет процессия, то есть выходят люди и заходят. И этим всем можно управлять, там стоят кнопочки, и можно, если кинешь денежку туда, либо поднесешь чип, который тебе дали на входе, то можно управлять вот этими процессами. То есть когда люди начнут выходить из костела, когда заходить, когда остановится автобус. В общем, такое развлечение для детей, да и для взрослых, очень интересное. 2 июля 1952 года принцесса Беатрис была назначена мэром Мадюродама, после чего она совершила прогулку по своему городу. Беатрис занимала этот пост со дня открытия города и до своего вступления на престол в 1980 году. И в настоящее время королева Беатрис является покровительницей Мадюродама. А сегодня мэр Мадюродама избирается молодежным муниципальным советом, который состоит из 22 учеников средних школ Гааги. И в обязанности мэра Мадюродама входит открытие новых макетов и экспозиций. Сам парк спроектирован таким образом, чтобы знакомить посетителей не только с архитектурой, но и с историей, культурой, укладом жизни и технологическими достижениями голландцев. А тут очередной дождик закончился, вышла радуга, и мы с дочкой решили стать диджеями. Концерт. Ладно, давай. Все остановили. Теперь давай вот здесь. Вот здесь и здесь. В 2011 году исследование показало, что интерес публики снижается, и руководство парка решило провести масштабную реконструкцию стоимостью 8 миллионов евро к 60-летию парка в 2012 году. Для этого парк был закрыт для посетителей с ноября 2011 по апрель 2012 года. И теперь парк разделен на 3 тематические зоны: вода как друг и враг, исторические города и Нидерланды как источник вдохновения для всего мира. И в каждой зоне можно заняться разными видами деятельности, от световых шоу до микширования музыки. И с помощью небольших магнитоприемников можно активировать мосты, фабрики или даже горящий нефтяной танкер.
Были улучшены не только эстетические, но и информационные аспекты. На небольших телевизионных стендах демонстрируются короткие видеоролики или подробная информация. И при входе посетители получают чипированные карты, с помощью которых можно активировать эти элементы. 7 апреля 2012 года Мадюрадам снова открыл свои двери для публики, и официальное открытие тогда состоялось 21 апреля с участием тогдашней королевы Беатрис. Кроме того, стоит обратить внимание на маленьких человечков, которые вот садятся в маршрутки, в автобусы, ходят здесь по улицам. Дело в том, что это отражает реальную жизнь голландцев. Эти так называемые жители меняют свой внешний вид в зависимости от погоды. Летом они носят шорты и футболки, а зимой куртки и теплую одежду. И жители Мадюродама становятся все больше мультикультурными, и среди них даже появляются выходцы из других стран, что, в общем-то, отражает реальную жизнь в Нидерландах. Здесь можно увидеть и традиционные голландские дома у каналов, такие узкие, высокие. А вот здесь представлена площадь Дам. Это центральная площадь Амстердама, столица Нидерландов, на которой расположены знаменитые здания и проводятся многочисленные мероприятия. Название площади, как и всего города, связано с дамбой, которая была построена на реке Амстел в XIII веке. На площади можно видеть национальный монумент. Это белая каменная стела, которая была возведена в 1956 году в память о жертвах Второй мировой войны. А на западной части находится Королевский дворец. Это один из 3 дворцов в Нидерландах, которые находятся в распоряжении монарха. И здание построено в 1648-1665 годах в стиле своеобразного голландского классицизма XVII века. Можно все рассмотреть детально и даже заглянуть в окошки. Там есть комнатки. Очень интересно, конечно, за всем этим наблюдать. В парке представлены не только знаменитые строения, но и другие типично голландские вещи. Например, традиционные домики, сырные рынки и даже современные торговые центры и автобаны. И многие интерактивные модели демонстрируют принципы работы реальных объектов. Например, можно поднимать и опускать шлюзы и разводить мосты, чтобы перевести кораблик из одной локации в другую. Или познакомиться с принципом работы мельницы. Около многих интерактивных моделей расставлены терминалы, на которых можно посмотреть короткие видеоролики, которые знакомят посетителей с тем или иным элементом в истории и каким-то технологическим достижением голландцев. Все такое маленькое, но, знаете, выглядит как настоящее. Ну а здесь мне, конечно же, наконец-то пригодились уроки 8 лет музыкальной школы. В целом формат Мадурадама – это мини-город, но в нем можно увидеть довольно разнообразные ландшафты. Всего здесь около 50 тысяч миниатюрных фонарей. Подсчитано, что вот эти мини-машинки, которые ездят по моделям Мадурадама, ежегодно проезжают около 14 тысяч миль. Это число приближается к среднему для нидерландцев, владеющих настоящими автомобилями. Через Мадурадам проложено около 4 километров настоящей железной дороги. А также самолеты, конечно, не стоят на месте. Они ездят по шоссе, как будто только что приземлились. И даже видели несколько поездов такой же расцветки, как настоящие. И они постоянно курсируют по парку. Башни, каналы, парки, костелы, старинные церкви, дома обычных жителей с реальными адресами. Есть даже дом Анны Франкл. Сняла его настоящий в Амстердаме и покажу вам в одном из следующих своих видео. Так что каждый здесь найдет для себя что-то интересное. Интересно будет не только детям, но и взрослым. В парке проходят шоу и представления, посвященные голландским традициям и инновациям. Например, есть аттракцион, рассказывающий об энергии ветра, а для более глубокого погружения в историю культуры страны предусмотрены образовательные программы и квесты, которые делают визит не только веселым, но и познавательным. Так что сюда уводят на экскурсии даже школьников. Вся прибыль, получаемая парком, направляется на благотворительный фонд, который поддерживает различные социальные и медицинские проекты для молодежи. Таким образом, каждый гость, покупая билет, вносит свой вклад в доброе дело.
Планируя свой визит в Мадюрадам, стоит ориентироваться на то, сколько времени вы хотите посвятить детальному изучению миниатюрной Голландии. Для полноценного посещения рекомендуется выделить от 2 до 4 часов. Этого времени будет достаточно, чтобы неспешно обойти все экспозиции, рассмотреть самые знаковые здания и даже принять участие в интерактивных развлечениях и полностью погрузиться в атмосферу парка. И основной маршрут по ключевым зонам обычно занимает 2-3 часа. Повезло ли нам с погодой? Голландцы все были очень довольны и говорили, какая хорошая погода, даже солнце было. Но это не точно относительно погоды. Хотя какая погода вокруг нас и как она на нас влияет, это уже внутри каждого. Надо настроиться на позитив, твердила я себе как мантру. Но при первых каплях дождя приходилось одевать свой дождевик. Это была самая лучшая вещь моего гардероба в поездке, честное слово. Так что вот, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы об этом думаете. Может быть, здесь вы были или планируете побывать. Задавайте вопросы. Если смогу, то, конечно же, отвечу. А здесь мы уже сели в кафе, так как решили, что этот дождь больше, но просто не для нас. А мест развлечений, кафе и где согреться, конечно же, здесь много. Ну, а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!